Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухилян бежал в Европу, поднял пыль до облаков. Дамы и господа, честной люд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Меня зовут Сергей. Спасибо, что заглянули на канал. Канальчик, да, он еще вот такой малюсенький, поэтому канальчик. 100 тысяч будет канал. Я являюсь автором не только этого канала, но этих обоих. Вы видите справа от себя два QR-кода. Это мой музыкальный и влоговый канал. Добро пожаловать. Может быть, что-нибудь вам понравится. Также QR-код, который видите сейчас, это телеграм-канал. Адекватным людям добро пожаловать. Обсуждаются различные темы, не только политика. Я бы сказал, даже больше различных тем, чем политика. Как приготовить что-нибудь, как полить огород правильно. Ну и, в общем, обычные темы. По названию ролика вы догадались, о чем пойдет речь. Да, большое переселение народа опять идет. В общем, гости едут домой. Как бы ни хотелось, гости едут домой. И все подгорает. Временную защиту отменяют. Даже у женщин. И это все не выдумки. Так как пару недель назад с Испании, Шпанин, кажется, ездило представительство в Киев, на Украину. И они подписали фотраги, да. Ну, я вам сейчас все покажу в роликах. Давайте первый ролик посмотрим. Очень интересную подборочку я сделал, да. О защите мужчин сначала. Как это все подгорает, как выселяют. Кстати, выселяют, депортируют за любые ошибки, за любые косяки. Покурил, бычок выкинул в окно. В Польше поехали. И сразу в руки ТЦК. Через забор в ТЦК. Приехал в детский сад с перегаром. Вызвали полицию, тоже в Польше. Сразу в ТЦК. Поймал рыбу, съел. Про рыбу будет отдельный ролик, про сама. Я не знаю, когда это выйдет все. Ну, выйдет. Так как роликов немного сейчас подзаписано, готово. Ну и что, сразу отправили домой. В общем, за малейшее провинность, да, где в Гайме они проживают, там за кусок сала они подрались. Приехало 3 автобуса в Германии. 2 с полицией, 1 пустой. Загрузили всех. Все. Гайм пустой, и никто не знает, где они. Все дома. Это все делается, и очень давно уже делается. И в Германии это скромно делается, не афишируется сильно. В Польше это более афишируется. Но придет время и будут афишировать здесь тоже. Давайте послушаем первый ролик. Парень нам все сейчас объяснит и расскажет. Привет, мои дорогие. Знаете, от чего я радуюсь? Что подгорают у этих же полицов Зеленского. Они думали, они будут лизать жопу вечно, и вечно будет война, вечно будет продление защиты и так далее. Но это он говорит о тех, кто заворачивался в свои лаваши и скакали. Да, кого-то, может, и оставят, кого-то оставят. Те, кто уже работает не первый год, кто сам себя обеспечивает свою семью, у него есть место жительства, сам оплачивает все за себя. Да, есть шанс какой-то маленький, останутся. А те, кто вот скакали по Европе, да, то тут, то там, то дай, кто скакал по тафелям, искал труфеля. В общем, слушаем дальше. Но Зеленый их сам подставил. Со следующего года у них защиты не будет. У мужчин реально, которые с 22 до 60, защиту продлевать не будут. Почитайте сами, откройте, если кому не лень, откройте и посмотрите сами. Это не значит, что их всех отправят в Украину. Это значит, что они все станут нелегалами. Останутся только те нормальные, не на защите, а уже там на другом виде. Те, которые работают, те, которые интегрировались. Как я и сказал, те, кто работают и обеспечивают себя и свою семью. А нелегал, это при первой проверке документов тебя просто депортируют в твою страну проживания. Те, которые не сидят за деньги государства, не получают какие-то пособия, не живут в квартирах, которые выдало государство. Вот эти вот останутся. Но вот та часть, которую вот вы всегда видели с флажками, бегала, поддерживала режим Зеленского и продление войны, и войну против России, гроши на фронт и так далее, они останутся нелегалами. Опять же, смотря в каких странах, там, допустим, в странах таких, как Польша, как Германия, нелегалов нельзя, их просто депортируют куда-то.
Почитайте закон. Он прав. Я смотрел, я читал закон, и он не единственный, кто об этом говорит. Я от этого радуюсь. А у них подгорает. У них подгорает, что они не верят, они могут осознать, что демон, которому они лизали жопу, их же и кинул. Ну, Родина в тебе нуждается. Ты нужен Родине. Ну, он прав, в принципе, да. Они же здесь кричат, они за перемогу, заворачиваются в лаваши, устраивают какие-то скачки там во Франции под Эйфелевой башней, да, там скачки, кто не скачет, тот понял, кто. Кёльн, Кёльна-Дом, да везде, Дрезден, Гамбург, везде собираются, да, какие-то непонятные шабаш устраивается. Ребят, вот к этому все и привело, в принципе. Он прав, он объясняет все правильно. Пацаны не уходили в ротацию. Ты нужен там. Хватит, поносил флаги, дай другим поносить. Едь, тебя ждут. Не могут сделать демобилизацию, ничего не могут сделать. Надо, чтобы ты приехал, обязательно. Помоги там. Чего ты здесь сидишь в Европе на пособиях? Пусть флаги другие поносят. Жена твоя, например, поносит, патриотка. Ну вот, насчет жены ты, конечно, не угадал. Уже, видать, ролик это немножко устаревший. Я включу позже еще один вам ролик по поводу жен также. Мне интересно, какая она станет патриоткой после того, как тебя лишат всего. Патриотка Зеленского, она сейчас прет за Зеленского, ненавидит всех мужиков, которые разговаривают на русском языке, слушают русские песни. Поедь туда, поедь, помоги найвеличнішому. Він же не втік, а ты втік. Едь, помогай. Все злобные комментарии, которые вы видите здесь под этими постами, под этими видео, это идут от них. Именно от тех, которые не могут поверить, что их Зеленский натянул на хуй. Вся вот эта пидоросня как раз и пишет вот это вот все говно. Они именно пишут. Их ебать как мкнет сейчас. А мы порадуемся, что пидорасики, сука, сами под себя могилу вырыли. Всех обнял. Да, мужик, сказал ты классно, но под конец придется тебя запикать или загавкать. Ну, в общем, что-нибудь придумаем, да. Так как я всех прошу не ругаться, не материться. А ты тут облажался ты к концу ролика. Жалко, конечно, жалко. Да, а, кстати, у меня комментарии тоже идут только от них. Такие злобные комментарии идут. Так как они не могут себе представить то, что вечно не будет халявы. Нельзя вечно жить на халяву. Они думают, это будет вечно. Нет, это не будет вечно. Да, ребятки, вот так вот он нам рассказал. Вы также напишите, вам нравятся такие законы. Обязательно напишите. Ну, вместе обсудим. Также можете кринь-кринь, вот, телеграм-канальчик, там обсудим с вами тоже эти законы. Очень интересно. Я сейчас вот сколько на телеграм-канале не появлялся, сильно это отпуске был, некогда было, работа началась, в общем, а сейчас будем опять активно общаться. Так что добро пожаловать. И что, я теперь включу вам еще один ролик по поводу жиночек. Тоже очень интересно. Давайте послушаем. Девушки Украины, важная информация для вас. Уважаемый ТикТок, несу только мир и добро. Я хочу вас оповестить о том, что в Украине началась мобилизация девушек. Что дальше, значит, происходит? Возможно, это не всех девушек касается, возможно, это касается еще только тех девушек, которые раньше там, воевали в армии, не воевали, а контракт подписывали. Вот. Ситуация следующая. Девушку вызывают в военкомат, даже девушек-инвалидов, которые социальные выплаты получали. Затем их подталкивают на то, чтобы они подписали контракт. Вот. Угрожая тем, что больше социальных выплат они получать не будут, и за это будет уголовная ответственность. Я еще раз повторяюсь, возможно, это не всех девушек касается, но девушки Украины, будьте просто внимательны. Вот такую историю нам поведали, да. Но дело в том, что я посмотрю сейчас, я наблюдаю за многими, как они будут сейчас ездить в отпуска домой к себе. Например, с Германии, с Польши. Поедут ли они? 2-3 месяца, так как Польша, Германия, да, Чехия, Словакия, они все подписали, там, не знаю, там 2 страны только пока Дания не высылает, да, Дания не высылает.
Это пока. Ну, думаю, 2-3 месяца, и этот указ войдет конкретно уже в силу. В общем, главное, сейчас машина тронулась, и маховик начинает работать, ребятки. Вот. Ну, правда, хорош халявы, да, надоело налоги платить такие. Нет, налоги не надоело платить, просто в никуда налоги не надоело платить. А хочется в своих пенсионеров, в детишек, в детские сады, в дороги, в чистые города, да, чтобы было чисто. Вот, это мое мнение. Да, ребятки, ваше мнение также мне будет очень интересно. Обязательно напишите. Пишем конструктивно, без мата, не ругаемся. Также желаем всем добра. Машина громко ездит. Желаем всем добра, так как все пожелания всегда возвращаются бумерангом. Поэтому добра, очень много добра. Вечером добро, спать легли, утром проснулись, добром. Также не забываем подписаться на этот каналчик, лайк, комментарий, какое-нибудь движение, писать лень, комментарий, поставьте пальчик вверх, пальчик вниз, смайлик, рожицу, точку, знак восклицательный, еще что-нибудь. Этого хватит для продвижения ролика алгоритма, да, ютуба. Всем добра, удачи!